Друзья, всем привет! И вот уже прошло больше года, как мы купили нашу классную беспроводную Wi-Fi камеру с AliExpress и повесили на даче. И сегодня я хочу рассказать, что же с ней за это время произошло. Вот такая вот небольшая беспроводная поворотная Wi-Fi камера, которую мы повесили у себя на даче на доме. Камера следит за нашей дачкой, и сразу говорю, ведет она себя просто отлично. Камера имеет поворотный механизм, поворачивается как вверх-вниз, так и влево-вправо. У нее есть функция слежения за объектом, также она может висеть статично и смотреть в одну точку. В камере у нас идут инфракрасные светодиоды, поэтому отлично видно ночью. И есть также обычные светодиоды, которые светят очень ярко фонариком. Причем светодело настраивается. Оно может включаться как по тревоге, так и постоянно висеть и, грубо говоря, освещать ваш двор. Управляется все это дело с мобильного приложения, родное приложение iCC. Очень удобное, достаточно легкое и интуитивное в использовании. Ну, для примера вы можете видеть, как видно в абсолютно темной комнате, когда включено ночное видение. Подключается камера к мобильнику очень просто. Об этом я очень подробно рассказывал в одном из своих видео. Кому интересно, ссылочка будет сверху. Также камеру достаточно легко подключить и к компьютеру. И я бы даже сказал, что это сделать нужно, потому что как только мы подключаем камеру к компьютеру, то у нее сразу открывается доступ к огромному количеству тонких настроек. Мы можем изменить в ней все, что касается видео, яркость, контрастность, запись кадров в секунду, чтобы улучшить или ухудшить качество изображения. Также появляется огромное количество примочек в виде отправки фото на вашу электронную почту по тревоге, либо видео и фото на ваш домашний FTP-сервер, что необходимо, если вашу камеру пытается кто-то украсть или сбить палкой, все равно камера перед смертью его увидит. Поэтому эти функции просто незаменимы, поверьте. Камерку мы свою повесили на даче, на угол дома. И сделали это именно для того, чтобы камера смогла полностью по кругу осматривать весь наш участок. Дом стоит на краю участка, и тем самым просматривается полностью весь двор. Подключение достаточно простое. Камера питается от 12 вольт. Сама же она вешается на угол дома. Также на Али был куплен вот такой вот переходничок, всего лишь метр, который по итогу я разрезал пополам, удлинил 20-метровым кабелем, питание дотянул от розетки в то место, где будет висеть камера, и эта схема работает уже больше года. Вот так все это дело выглядит на улице. Камера висит на высоте 2,5 метров на углу домика. Причем, обратите внимание, камера висит под навесом. На самом деле нежелательно, чтобы на нее напрямую падала вода. И вот для примера, опять же, изображение с мобильника. Так мы видим, когда управляем камерой с мобилы, что же происходит у нас на дачке. Картинка четкая и хорошая. Поверьте, видно абсолютно все, даже номера машины. Провисела камера в абсолютно разных условиях. Как в снег, так и в дождь. И в плюс 30, и в минус 30. Камера отработала на отлично. Не было абсолютно ни одного глюка. Причем в камере есть функция детекции человека, Human Shape Detection. Тем самым можно ставить такой режим, когда камера реагирует только на появление человека в кадре, а не котика, собачки, пролетающие мимо вороны, либо чего-либо другого. Хотя если вы хотите смотреть и на котов, то можно понизить чувствительность данного датчика, тогда она и котиков будет ловить. Как я уже сказал, даже лютой зимой, в минус 30, как была прошлая зима, камера отлично повела себя и на морозе, и ни разу не отключилась. А при всем при этом даже поворотный механизм у нее не глючил. Как видите, ничего не замерзло. Но это, наверное, из-за того, что вовнутрь не попала вода. Также камера пережила жуткие вибрации, ведь этим летом мы перестроили пристройку у себя на дачке. И как видите, в упор гидромолотом ломали порог.
ничего не отвалилось, ничего не случилось. Также много народа к моим предыдущим видео оставляли комментарии о том, что у них камера очень сильно загрязняется мошкарой, которые летят на инфракрасный свет. По этому поводу могу сказать одной. Ни одной мошки за год к камере не прилипло, но вокруг нее постоянно тусовались пауки. Видно, все-таки мошкара летит, но не прилипает, а пауки их очень даже любят покушать. По камере рассказано очень много всего. Как ее настроить, что она может, как она ведет себя в разных условиях. Абсолютно все рассказано в этом плейлисте. Сверху будет ссылочка на него. Ну и, конечно же, ссылка в описании, где я брал данную камеру. Народ, советую всем. За эти деньги, которые она стоила, а стоила она порядка $20, лучше вы ничего не купите. Так что, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока!